Запись дубля. Всем вадиком салют, и вы попали на канал Маши Филиппова 2П, и с вами я, Маша Филиппова. Я не знаю, почему я такая счастливая. Не суть, это видео должно было быть грустным, но видно не судьба. Итак, у меня тут есть чай, и для начала я хотела бы сказать, что по названию видео вы, наверное, поняли, в принципе, суть видео, а если кто читать не умеет, я могу вам сказать тему. Анорексия, булимия, РПП, художественная гимнастика, последствия. Это будет история длиной в мою жизнь, очень длинная, и это мое первое видео. Почему вообще я решила записать видео, зачем вообще это видео, не знаю. Произошел такой странный инцидент неделю назад, я даже не могу понять причину, но я поняла, что если я не запишу сейчас видео на YouTube, то случится конец света. Так что я здесь, чтобы не затопить нашу планету моими слезами, чтобы не случилось наводнение. Вот, как-то так. Вы, наверное, сидите и думаете, что за очередная девочка, которая пришла пожаловаться на свою жизнь. Да, возможно, это так, но, знаете, я не рассчитываю на аудиторию, и если мое видео посмотрит 20 человек, я вообще буду радоваться. Хотя я на самом деле, я записываю это видео исключительно для себя, потому что я хотела бы себе помочь признаться себе в том, чем я занималась всю свою жизнь, рассказать историю, и когда бы я чувствовала себя плохо, неуверенно и грустно, я хотела бы пересматривать это видео и делать для себя какие-то выводы. И я думаю, что вот это видео, это будет первый шаг к восстановлению. Все мы знаем, что главное, конечно же, начать. Вы понимаете, о чем я? Самое сложное — это начать. И вот я пытаюсь исправить ситуацию, которая и так вообще... Анорексия — это, наверное, действительно табуированная тема в Ютубе. И вы, наверное, думаете, зачем мне ее слушать? Тут много и так красивых девочек, которые действительно выглядят как анорексички. Но если вы попали на это видео, вы, наверное, должны понимать и знать, что анорексия, булимия, РПП — это не про тело, это про голову. И вы можете быть анорексичкой даже в 20 килограмм, и в 100, и в 200. Это не важно, сколько ты весишь. Не важно. Совершенно. Главное, что в твоей голове. Это восприятие тела. И что я могу сказать? С 11 лет я не могу воспринимать свое тело адекватно. И я очень надеюсь, что я смогу когда-нибудь смотреть на себя без отвращения. Никогда не бояться зеркал. Видео могло бы когда-нибудь дойти до моих родителей и родственников. И, возможно, они даже будут очень сильно разочарованы. Они меня не поймут. Они меня могут осудить, накричать, отказаться от меня. Почему бы и нет? Все возможно, так сказать. Но в свою очередь я хотела бы сказать: мне наплевать, потому что я выросла. Мне 17 лет уже. Я живу одна в другой стране, в другом городе. Что я могу сказать? Это вообще не ваше дело, кто я. Но, опять же, если меня осудят, пожалуйста, полюбите себя. Ничего больше. Счастье только в том, чтобы видеть себя в прекрасном теле, в прекрасном духе. Понимаете? Счастье не в деньгах, ни в чем. Если ты любишь себя, это действительно, просто восхитительно. И я надеюсь, мне когда-нибудь удастся полюбить себя. Потому что, если честно, я уже очень сильно устала. Я хотела бы, чтобы я помогла себе. Потому что, как вы уже знаете, или если не знаете, послушайте. Единственный, кто
может вам помочь решить ваши проблемы, это вы сами и, возможно, родители, друзья. А решить ваши проблемы можете только вы. Никакие психологи и психиатры здесь не помогут. Потому что когда вы ходите к психологу, они копаются в вашей голове. Они просто говорят: домашнее задание. Подумай хорошенько, что, да как, и разбирайся в своей голове самостоятельно. А к психологу вы ходите только для того, чтобы поделиться своими ощущениями. Так что вот у меня чаек из Магнита за 2 рубля. Берите еду. Очень много вкусной еды, пожалуйста. На мои видео приносите еду. Без никаких яблок. Хотя яблоки могут спровоцировать КП. Так что это тоже можете брать. Но не вините меня, я предупреждала. Яблоки — страшная вещь. Поехали. Всю жизнь я была не худышкой, в нормальном теле. С чего все началось? Моя мама в 4 где-то отдала меня на художественную гимнастику. И вот, если честно сказать, до 11 лет или до 10 примерно где-то так, 6 лет, я просто ненавидела это занятие. Знаете, как все было? У меня вот день рождения летом, и летом на гимнастике нас обычно отправляли на каникулы. И получается, когда нас отправляли на каникулы, я приходила домой к маме и говорила: мам, пожалуйста, я не хочу этим заниматься, пожалуйста, я не могу, не мое, пожалуйста, я не хочу, не нравится мне это. Она мне говорила: дочь, еще годик, потерпи, и можешь бросить, можешь делать все, что угодно, там типа с 4 класса гитары начнешь заниматься. Кто занимался гитарой? Никто. Потому что все в гимнастике было. Вот. 6 лет я вот так вот проходила на художественную гимнастику. Хочу рассказать вам пару историй до 11 лет, которые повлияли на меня. Потом уже в молодежной сборной. И потом уже как развивалась моя судьба потом. Я начала бояться воды. Пить воду в чистом виде я боюсь до сих пор. Тогда я уже была чуть постарше, и нас начали взвешивать перед тренировкой, после тренировки. Вот. Как я уже и сказала, я всегда была пухлей на гимнастике. Я всегда была жирная, всегда была вот все вот такие, а я вот такая, вот как рука. Меня, в общем, взвесили перед тренировкой, и оказалось, что я пришла на тренировку на 1,5 килограмма больше. Я, конечно, молодец. Примерно условный вес возьмем 33,5. А мне сказали похудеть до 32. Ну, я тогда маленькая была, маленький вес, типа вы не худеете до 32, это вообще... Я была ростом 1,45 м максимум. Вот. Типа 33,5 я пришла, а мне надо было 32 прийти. На меня, конечно же, наорали, я плакала. И сказали, типа, худей, блин, ну, давай, тренируйся. Пока не сбросишь вес, мы тебя не отпустим. Я тренировалась. Потом я попросилась выйти, в туалет, попить воды еще. И меня взвесили перед этим. Я начала чуять что-то неладное. Зачем меня взвешивают перед тем, как уйти? Странно. Но я все равно, когда ушла, мне было очень тяжело дышать, и у нас из-под крана текла очень вкусная вода. Я нахлебалась этой воды, и у меня пузо вот такое выросло. Пришла обратно, и меня начали взвешивать. В начале тренировки было 33,5, перед тем, как уйти, 32,3, вот, то есть килограмм 200 я скинула за тренировку. И я снова 33,5. А они снова наорали на меня и сказали, что я жру. И после этого момента моя мама позвонила моим тренерам и спросила, где я. И они сказали, что пока я не сброшу до 32 на этой тренировке, они меня не отпустят. В итоге я занималась еще 4 часа. Я очень сильно плакала, мне было очень сильно тяжело. Все ушли, а я единственная тренировалась. А потом вся моя ненависть к гимнастике как-то
прошла. Когда я попала в молодежную сборную, я больше не говорила маме, что я хочу бросить. Вот каждый год говорила, и тут перестала. Тренировки, там спортивная школа. Вот тут уже не перечислить, сколько много моментов было тяжелого для меня. Опять же, с похудением. Расскажу самые ключевые. Когда я попала в молодежку, опять же, у меня были проблемы с весом, опять же, я была самая толстая. Если я найду фотки, я вам вставлю вот тут где-то вообще мои фотки с гимнастики, но я не уверена, что смогу найти их, если честно. Но я попытаюсь для вас. Вот, представьте, что меня каждый день гнобили за этот вес. И первый ключевой момент был летом. По-моему, мне тогда 12 исполнялось. Это был самый ужасный момент. Не 12. 11 мне исполнялось. Вот начало моего РПП. Летом нас опять же отправили на каникулы. И опять же условный вес. Я точно не помню, сколько я весила. Но примерно 42 я ушла. Сейчас у меня 1,70 м рост. А тогда, может, 1,62 м, 1,60 м. Ушла я 42, опять же, я была толстая, отвратительная. Как думаете, что произошло? Каникулы. И мы с моими лучшими подружками стали сидеть на диете, которую нашла я. Решили сесть на диету, которая называется... Вот, вы все, наверное, знаете, кто попал в мое видео. Начали мы худеть. Знаете, что произошло? 162 примерно. Вес 42. Ушла. То есть это минус 120. Как бы, для человека худая. Действительно. За эту диету я скинула, наверное, не так много, как вы думаете. Я вернулась на тренировки 38. Мозг. Не надо возвращать. Полюби себя. И все мои девочки по команде сказали: Маша, ты так похудела, ты такая худая стала, вау, ты красотка, вообще классная, симпатичная. А я к каждой девочке подходила и говорила: во мне что-нибудь изменилось? Посмотри на меня, во мне что-нибудь изменилось? И я надеялась услышать: ты похудела. Все, я уже стала зависима от своего тела. Я тогда так радовалась. В тот день наши тренера не смотрели вес. Мы все подбежали к тренеру одному. И все начали спрашивать, я выросла? Она такая: да, ты выросла. А я вытянулась? Да, ты вытянулась. Что если я спрошу у нее, похудела ли я? Сможет ли она мне сказать что-то? Я не стала спрашивать. После второй тренировки в этот же день мне сказали, что я поправилась. Знаете, вот в тот день мой мир рухнул. Потому что я голодала, чтобы они оценили. Они сказали, что я набрала. После того дня у меня начался мини-зажор. На художественной гимнастике у меня были мини-зажоры. Просто из-за того, что тренировки были, я не так много набирала. Я поправилась снова до 42, чтобы они могли ощутить ту разницу. 38 и 42. Раз я поправилась, то давайте я поправлюсь по-настоящему. И меня, конечно же, опять гнобили за вес. Тоже я была в молодежке. Ты должна весить 38,5 к завтрашнему дню. Я там 40 была где-то примерно. Мне надо было похудеть на 2 килограмма. На 2 килограмма это было тоже много сбросить за день для уже худого тела. Я считаю, что я была все равно тогда худая. Так ок. Я в тот день ничего не съела после тренировки. И у меня появилась фора еще 2 дня, потому что у нас не было вот этого контроля 2 или 3 дня. Первый день я съела 8 яблок за день. Все, никакой воды, ничего. 8 яблок. На следующий день я ела огурцы, коробочку, вот такую. Третий день вода.
Даже при том, что я боялась пить воду, я не пила уже воду во время тренировок, я пила утром. Тренировка, я ничего не пила. Проходила там 2 часа, и я там 3 глоточка сделала, и вот пол-бутылочки выпила я воды за этот день. Настает тот день, когда у нас контроль взвешивания. Я прихожу 37 на килограмм меньше, чем мне сказали. Мне сказали 38, я 37. Ой, типа, клево. А потом, когда у девочек пошла разминка, меня подозвали к тренерам, спрашивают: как ты похудела? Вот с таким лицом. А я думала, что врать не надо. Я правду сказала, дебилку. Я говорю, первый день яблоки, второй огурцы, третий водичка. Она смотрит на меня, типа: ты дура? Я думаю: нет, ты сказала мне похудеть, я похудела, что надо? Почему они такие, типа, похудела, молодец, они все на меня смотрят, а я похудела, что бубнить-то? А на следующий день, из-за того, что я опять же ничего не ела, я начала задыхаться на тренировке. Попросила сходить в медпункт. Они спрашивают, что случилось? Я говорю: я задыхаюсь, не могу, дышать, мне не хватает воздуха. Просто вот не хватает. Ела вообще вчера, сегодня что-то. Сегодня на завтрак ела? Я говорю: нет. Они говорят: когда ты последний раз ела? Я говорю: 3 дня назад. Посмотрела на меня, сделала мне неприлично маленький бутербродик и где-то в 3 раза меньше чашечка чая. И сказали: ешь, пей. Стало как-то не по себе, типа, есть, сейчас, есть. Я худела, зачем мне есть? И сказали: ешь. И я посмотрела на эту еду, наверное, с таким отвращением. И я такая: это есть? Смотрю на доктора, он такой: да, это есть. Съешь это сейчас. В общем, я поела. Кажется, у тебя анорексия. Я вообще не запомнила, кто. Это кто? Это гастрит? И только недавно вспомнила об этом. Вернулась на тренировку и взвесилась. Я была на 500 грамм больше. Вот после такого бутербродика и вот столько чая. 500 грамм. Я сказала себе в тот день: 11 лет, внимание, 11. Я больше никогда не буду есть, потому что еда приносит проблемы. Класс. После того случая еще было много диет. Я уже не могла голодать, я хотела есть, я хотела жрать. Мне уже было плевать на свой вес. Я действительно поправилась. У нас, конечно же, на гимнастике были девочки от природы худенькие и девочки, которые склонны к полноте, как я. У нас была девчонка, которая была, наверное, даже полнее, чем я изначально. Она начала болеть анорексией. Помню тот момент, она была действительно как спичка. Она была самая худая и самая красивая для меня. Я смотрела на нее, пока шла к тренеру, и просто восхищалась, какая она тонкая. Вообще жесть. Вау, она такая красотка, так похудела за лето. Тренер девочки этой сказала: у нее анорексия, что вот это действительно было со мной. Я смотрела на эту девочку, как на эталон красоты. Помню, как ее потом начали кормить тренера. Я ей завидовала, потому что мне говорили худеть и не жрать, а ее кормили. В основном я и бросила гимнастику, это одна из причин была. Вес. Мне надоело. Я продолжила вести свой дневник питания. И примерно при росте 165 я весила 48 и все равно поддерживала вес и пыталась все равно похудеть этими же способами. То есть я бросила гимнастику, мне как бы уже худеть не для кого. Но я вела этот дневник, смотрю, 48,1. Блин, сегодня не ем, что так много? Когда видела 47, такая: все уже хорошо, 47, хорошо. Опять набирала до 48. Блин, надо худеть надо. А потом начался мой самый страшный период в жизни, когда я поехала на проект, на съемки
Ну, если кому-то интересно, я могу написать, где я снималась. Ну, в общем, я поехала в Россию, в Москву на съемки. И там не было весов. Человек, который взвешивался 10 или 15 раз на дню, нет весов. Как думаете, что со мной стало? Не знала, сколько я вешу. Я начала есть. Я ела очень много. И моя мама почти каждый день мне говорила: Маш, ты жирная. Ты пожирнела, ты превратилась в слона. У тебя ноги как колоды. Посмотри на... Это было тяжело слышать, я не верила ей. Не могла понять, как это со мной случилось. Невозможно. Я ем, но я не верю. Я 48 была. Я была на проекте полгода. Я вернулась 55. А была 47. Я набрала 8 килограмм. Я тупая, которая в школу не ходила, когда я гимнастикой занималась, вернулась в гимназию в 9 класс, когда надо было экзамен сдавать. С ума сойти. Как вообще не Я вернулась. Мне было немножко некомфортно, но я тогда не сильно думала об этом, потому что, опять же, я не выглядела супер толстой. Из-за того, что я жила целый год в сильном, прям сильном буллинге со стороны мамы и уже в своем буллинге в голове о том, что я жирная, мне надо похудеть, я еще поправилась. Знаете, насколько? Знаете, сколько я весила потом? Самый мой большой вес 67 килограмм. При росте 167. Как это для бывшей гимнастки? Тут у меня разница в весе никакой. Худеть на 25 килограмм, чтобы снова быть довольной собой. Мы с моей лучшей подругой начали худеть. Знаете, при помощи чего? Без фуры плев. Так, 2 пальчика в рот и класс. И мы почти каждый день виделись, шли в магазин и покупали очень-очень много еды. Закидывались от 20 до 40 таблетками без... Ночевали на туалете и почти умирали. Если честно, когда мне было настолько больно, насколько мне никогда не было, когда я реально проночевала в туалете, я утром, скрутившись от боли, не могла двигаться. Я не могла лежать. Мне было очень больно. Я думала, что у меня разорвутся кишки. Я принимала таблетки полгода. А потом я бросила. Я не похудела вообще. Я только поправилась. Это было очень тяжелое время. Я ненавидела себя. Я боялась ходить в школу. Я прогуливала школу, потому что не хотела видеть одноклассников. Но надо мной никто не издевался. Ну, по крайней мере, в лицо. За спиной, может быть. Я все равно прогуливала школу, потому что я помнила, что пришла в школу 55 килограмм, а тут я 67. И вот я реально выглядела жиробасиной. И тогда моя подруга в то же время похудела с 80 до 56 килограмм. Я была очень рада за нее, кстати. Я не то чтобы завидовала ей, я была очень рада за нее. Я просто такая: блин, дай мне свою силу воли, как ты это делаешь? Как, черт возьми, ты с 80 похудела до 56? Я сидела на диете полгода. Вот, мой рацион питания в то время составлял: утром я ела завтрак, кофе, не знаю, мясо, гречка. Это был мой завтрак. Я приезжала в школу, и я уже проголодалась.
я после первого урока или сразу приезжала в школу и шла в столовую, чтобы взять около 20 кусочков хлеба. Я носила с собой щетку в рюкзаке, и после того, как я наедалась хлеба, я шла блевать. Я просто закидывалась без... Я могла прийти после второго урока или после третьего, чтобы поесть еды, которые не поели младшеклассники. В 10 классе мы ели после 4-го урока. Я тоже ела. Я ела 1 или 2 порции. И тоже полдник. Если повезет, то я не ела в школе больше, но я шла к своему репетитору, это была моя бабушка. И, как правило, когда я приходила, она накладывала мне 1-е, 2-е компот. Пока занималась математикой, я могла есть печеньки, сухарики, опять же с компотом. И перед тем, как уезжать от бабушки, я могла есть бутерброды с чаем, с сахаром и печеньки тоже. Могла взять с собой печенье, пока бабушка не видит, чтобы в дороге есть. А если не брала, шла в магазин рядом с бабушкой и покупала еды. Моя мама дала мне денег на месяц на абонемент. Вот все деньги, на которые я должна была купить абонемент в тот самый ужасный день, самый ужасный, когда я обожралась в нет, я пошла в магазин рядом с моей бабушкой и купила, знаете, такой батон с маком, большой. Это было первое. 4 булочки с вишней, с ананасами, пусть будет. Вишня и ананасы, много шоколада, пачка чипсов, вафли венские, 2 литра колы. Я все это собрала. По дороге я съела там 3 булки, и еще осталось. Вот, вся эта еда еще осталась. И когда я уже приезжала к дому, там тоже возле моего дома есть магазин. И на все оставшиеся деньги, то есть я полностью все деньги, и я все съела. Получается, за полдня. Там я тоже купила очень много еды. Допустим, 2 килограмма мороженого, еще какую-нибудь булку вкусную, сырную там, опять же шоколад, сухарики, еще что-нибудь. Ну, поняли. Пока я ела булку, еще одну, когда шла домой, я закинулась еще 30. Мне было так тошно. В тот день меня разорвало. Я пришла домой, и моя мама спрашивает, что ты купила? Эти деньги были тебе на абонемент. Почему ты потратила деньги в магазинах? Она орала на меня. Сильно. Я плакала. Не знала, что сказать. Я не могла просто ей сказать: мам, я купила еды и съела ее. Как вы уже понимаете, гнобеж со стороны мамы не заканчивался. Ну, он начался и не заканчивался. Хочу рассказать про свою главную мечту, которая была у меня всего лишь год назад. Мне 16 лет было, взрослый ребенок. О чем я думала? И леди Кроп красивой и худой. Был как раз 11 класс, середина, может, чуть меньше. Осень. И осенью я была где-то 61, и мой вес не мог упасть меньше 60. Когда я доходила до 63, я наедалась. 60 наедалась, 60 наедалась. Я никогда не видела цифры меньше 60. Но именно после того разговора, когда она сказала: подумай, у тебя ведь выпускной. Как ты такая страшная, жирная пойдешь корова? Как ты? У тебя же выпускной. А вот в тот момент, когда у меня началась депрессия и жуткая апатия, я резала себя каждый день. И знаете, возможно, это был крик о помощи. Я резала себя, ненавидела себя еще больше. Я жирная уродина, что мне еще делать? Я хочу похудеть, это единственная моя цель в жизни. И она тогда говорит: подумай о выпускном. Вы не представляете, как меня прорвало. Я перестала есть. Вообще. Я вообще перестала есть. Ела утром кофе, в обед 0,5 кола, вообще любая фанта. Мне было неважно, с сахаром, без сахара, это вообще никак не влияет. Это, знаете, как интуитивное питание
дебилки, которым я, типа, хотела есть, но я не ела. Я такая, типа, я не хочу есть, все, не буду есть. А если повезет, я могла еще съесть сникерс. Мой рацион питания на день. Класс. Как я. В итоге я похудела до 55 килограмм. А начала с 63 примерно. Вот на таком питании. Вы хотите спросить меня, ты начала любить себя? Я была недовольна. Я ненавидела свое тело. И в тот период я начала носить мешковатую одежду. Зачем, если я жирная? Мне 55 килограмм не было достаточно. Но я не смогла больше терпеть. И причина, почему я записываю это видео, это потому что я снова возвращаюсь к тому, с чего начинала. И меня это вообще не радует, если честно. Мне просто нужно переосмыслить все. Мне нужно понять, для чего я это делаю и почему. И надо ли вам вообще это? Подумайте хорошо, стоит ли это того. Но я страдала от этого действительно. И я сейчас понимаю, я не хотела бы этим заниматься. Ненавижу свое тело. Если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете задать мне их. Я была бы очень рада. Я не жду от вас поддержки. Я хотела бы даже послушать ваши истории. Расскажите мне о вашей истории. И задавайте мне вопросы, я могла бы подробнее что-то рассказать. Если в ходе этого видео вы услышали для себя какие-то непонятные вещи, вы можете спросить об этом в комментариях, и я сниму новое видео об этом. Я буду рада поговорить с вами. Я буду рада набирать какую-то аудиторию. Я не рассчитываю на то, что у меня будут поклонники. Я вообще не хотела становиться популярной. Я боюсь популярности. Я знаю, что у популярности, да вообще у всего в мире есть две стороны медали. Даже за позитивом есть вот эта сторона. Темная. Где тебя поливают грязью просто с ног до головы. А мне это надо? Я не хочу. У меня и так самооценка подпорчена немножко. Так что, если вас интересуют какие-то темы там, про мою депрессию, поподробнее про гимнастику, может даже поподробнее про анорексию, о том, где я нахожусь, как я поступила в университет, задавайте любые вопросы вообще. Я оставлю вам ссылочку на мой инстаграм в описании. Также можете писать в директ, я отвечу всем. Я отвечаю на все комментарии, потому что это мое первое видео, комментариев будет мало. И я надеюсь, что к концу видео, а видео было достаточно долгим, вы съели всю свою еду. А если нет, я приеду и съем ее за вас. Конечно же, ставьте лайки, дизлайки. Мне все равно. Если вы поставите дизлайк и вам будет хорошо от этого, хорошо, пожалуйста. Если вам будет хорошо от этого, хорошо. Надеюсь, что с вами все хорошо и вы в порядке. Так, наверное, надо попрощаться. Всем Вадиком бай-бай. С вами я, Маша Филиппова, и я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Ребята, блин. Класс. Минус здоровья.